Ликийская тропа, часть 2. В этом выпуске мы заберемся на гору Тахталы, самую высокую точку на восточной части Ликийской тропы, 2365 метров. Зайдем на огни Химеры и прекрасные Чаралы. Дойдем до Адрасана и маяка Гелидония. И закончим наш поход в поселке Караос. Так, день 6. Мы собрались всей группой, банды, и собираемся совершать подъем в гору Тахталы. Все готовы покорять вершины? Мы оставили наши рюкзаки внизу и пошли в эпичный подъем на гору Тахталы. Гора Тахталы является самой высокой точкой на восточной части Ликийской тропы. Высота горы 2365 метров. Подъем в гору занимает около 2 часов, и желательно оставить тяжелые рюкзаки перед подъемом, спрятав их между камнями или деревьями. Подъем на гору – это выборочный отход от маршрута, но я вам настоятельно рекомендую заложить один дополнительный день на это, так как это одно из самых интересных мест на Ликийской тропе. И вам, возможно, повезет увидеть обалденные виды с вершины, если гора не будет затянута облаками. Нам в тот день, к сожалению, не повезло с этим. Так мы добрались до вершины Тахталы. Ну что-то интересное есть. Ну что, мы это сделали? Как мы дошли до знаменательного момента. Отсюда мы отправляемся обратно на спуск с горы. Далее мы двинулись в сторону поселка Бейджик, где мы и переночевали. На следующее утро мы отправились в сказочное место – деревня Чаралы.
Перед деревней Чаралы вас будут ждать мистические огни Химеры. Огонь на горе Янарташ горит круглый год. Возникает огонь из-за того, что на поверхность Земли выходит природный газ. И вот она, деревня Чаралы, райское место на берегу Средиземного моря. Красивейший пляж и прозрачная вода. Это место заслуживает того, чтобы вы провели тут несколько дней и отдохнули от похода. После отдыха в этом райском уголке мы отправляемся дальше в путь. Итак, мы добрались до древнего Олимпоса. Гора Тахталы, с которой спустились. И вот он, пляж Олимпос. Просто прекрасный пляж. Итак, у нас скоро подъем и продолжение к городу Адрасан. Какие там гробницы? Ты видишь? Перед Адрасаном мы разбили наш лагерь в уютной бухточке. Адрасан – это одна из живописных бухточек на Ликийской тропе. Здесь в основном отдыхают турки и совсем мало туристов. Итак, мы проходим Адрасан на пути к маяку Гелидония. Тут все. Да Фетхия же. Нет. Никуда не пойду. По пути на маяк Гелидония вас будут ждать прекрасные виды на море со скал. Наше следующее утро мы встретили на маяке Гелидония, одно из популярных мест на Ликийской тропе. По какой-то причине возле маяка было очень много пчел, так что будьте аккуратнее. С маяка Гелидония мы отправились в поселок Караос, наша конечная точка на Ликийской тропе.
По пути в Караос мы встретили очередную обалденную бухту. Итак, в поселке Караос наше путешествие по Ликийской тропе заканчивается. В следующем выпуске мы отправимся в каньон Тазы возле Анталии. Полетим в Каппадокию и прогуляемся по всем интересным местам в Каппадокии. И наше путешествие в Турции закончится в прекрасном Стамбуле.